Друзья, всем привет! В Германии началось строительство центра для ускоренной депортации беженцев по дублинской процедуре. Если вам эта тема интересна, смотрите видео до конца. Обязательно, друзья, подпишитесь на канал, и вы не пропустите ни одной новости и важной информации, связанной с беженцами, украинскими беженцами, которые находятся в Германии и в странах Европейского Союза. Итак, недавно в федеральной земле Бранденбург встретились министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзе и министр внутренних дел Бранденбурга Катрин Ланге. И они обсуждали тему строительства нового центра для размещения беженцев, для того, чтобы его использовать для просителей убежища согласно дублинской процедуре. То есть этот будет центр построен не для всех беженцев, а только для тех, которых Германия хочет вернуть в страны Европейского Союза по вот этой вот дублинской процедуре. Этот центр предназначен для рассмотрения так называемых дублинских дел, в которых просители убежища должны вернуться в другие государства Европейского Союза, которые отвечают за их убежище, на территорию которых они впервые, скажем так, вступили, да, после своего долгого путешествия. В основном это нелегальные мигранты, те, которые плыли и добирались в страны Европейского Союза на лодках там и так далее, которых перевозили в грузовиках. Ну, эти все истории вы прекрасно знаете. В основном это они, вот такая категория. При этом планируется, что в этом центре будут проживать эти беженцы до тех пор, пока не решится их возврат в ту страну Европейского Союза, из которой они в Германию прибыли. Министр внутренних дел Бранденбурга вот что сообщила. Задача центра — репатриировать беженцев, которые уже подали ходатайство о предоставлении убежища в другой стране. Значит, напомню, друзья, что такое дублинская процедура. Эта процедура как бы внутри стран Европейского Союза принята. Это правило. Значит, смысл какой? Значит, если беженец, например, из Африки плывет на лодке, да, попадает на остров Лампедуза, это итальянский остров, это территория Италии, и он подает прошение о предоставлении убежища итальянским властям, то итальянские власти ответственны за него, скажем так, и этот беженец должен находиться, то есть его защищает уже Италия, он находится на территории Италии, пока его прошение о предоставлении убежища не рассмотрено. Но зачастую на практике бывает как? Они же пытаются попасть все в богатые экономические страны развитые. Это, например, Франция и Германия в том числе. И вот он попросил убежище в Италии, его уже никто не выгоняет. И он уже, когда его освободили, он уже может свободно перемещаться по стране, по Италии. Он едет в Германию. И в Германии он второй раз подает прошение об убежище. Но по закону Италия ответственна, так как он там уже подал заявление, и его надо, получается, Германии теперь поймать, идентифицировать, что он в Германии подал второе прошение, и по этой дублинской процедуре вернуть его обратно. Ну и, соответственно, там возникает очень много проблем, да, с возвратом. И таких вот беженцев очень много в Германии. Почему? Потому что страны, из которых прибывают беженцы в Германии, когда Германия пытается их обратно вернуть в ту страну, где они уже первый раз подали прошение об убежище, эти страны их не принимают. Но это в основном касается Италии, Греции и так далее. Несколько раз обсуждалось, жалуется министр внутренних дел, что нынешняя форма дублинской процедуры имеет серьезные недостатки. По данным Федерального ведомства по миграции и беженцам БАМФ, только в январе было подано в Германии почти 6 тысяч запросов на перевод в государства-члены, но осуществлено всего 539 переводов. То есть 6 тысяч необходимо вернуть, а реально на практике вернули 539 человек. Просители убежища, которые будут размещены в этом новом центре, который специально построен для, значит, ускоренной процедуры именно по этой дублинской, то есть их будут возвращать в страны Европейского Союза. Значит, эти беженцы будут находиться в этом центре, и они не смогут выйти за пределы этого центра. То есть у них передвижение будет существенно ограничено. Но это не заключение под стражу, и никаких мест содержания под стражей нет, заверяет министр внутренних дел. Но есть обязательства по месту жительства.
То есть планируется, что эти люди будут, скажем так, размещены в этом центре. За пределы этого центра они выходить не смогут, пока их не вернут назад в ту страну, из которой они прибыли. Но, соответственно, внутри этого центра, я так понимаю, они там смогут свободно перемещаться. То есть это не является тюрьмой, да, то есть и не является арестом там и так далее. Это просто они там будут как бы жить. Ну вот так. Но за пределы центра выходить не могут, потому что если их выпустить, соответственно, их уже никто не найдет. По этой, кстати, причине и срывается в настоящее время вот эти все возвраты по дублинской процедуре. Потому что полиция приезжает, предупреждает человека письмом, что мы там через 10 дней вы должны будете покинуть там Германию, мы вас там доставим в Италию, к примеру, там ждите, соберите вещи, да. И когда приходит эта дата, приезжает полиция за ним, а его нет. Все. И поэтому срывается дублинская процедура. Вот поэтому они хотят построить такой центр, и люди там будут находиться. Но самое смешное в том, что этот центр всего рассчитан на до 150 человек. То есть 1000 беженцев необходимо вернуть обратно. Я когда-то снимал видео и рассказывал, по-моему, в Италию там надо 15 тысяч вернуть, в Грецию, по-моему, тоже где-то 14 или 13,5 тысяч надо вернуть. Ну, а этот центр будет рассчитан всего до 150 человек. Конечно, это строительство этого центра и само решение, которое было принято, да, министрами, оно вызвало волну критики. ЦДУ вот как выразилась по этому вопросу. Тот факт, что теперь будут размещаться просители убежища в одном месте, не решает проблему. Необходимо обеспечить последовательный отказ просителям убежища на границе, поскольку они уже прибывают из безопасной страны Европейского Союза. Да, но его же надо вначале поймать, что он едет. Не всех же могут полицейские, которые осуществляют контроль на сухопутных границах, выявить такого беженца. Кого-то ловят, понятно, кого-то не пускают, возвращают, но кто-то ж проникает. И они потом, когда проникнув, они подают прошение об убежище. И так, соответственно, он подал прошение об убежище, его сразу идентифицировали, что он подал в Италии, его сразу раз и в этот центр поместили. Ну вот так предполагается. Партия АФД также считает, что планируемый центр в Бранденбурге тоже будет являться, ну, как бы чисто символической политикой, чтобы набрать политические очки. Система Дублин-3 не работает и скорее поощряет злоупотребление убежищем, чем препятствует ему, говорят представители АФД. По мнению АФД, беженцев следует разворачивать прямо на границе, поскольку страны, граничащие с Германией, являются безопасными. Вот такая ситуация. Тем не менее, решение о строительстве этого центра уже принято, и сейчас идет ускоренное строительство, и его этот центр планируют запустить с 1 марта 2025 года. Но всего будут, опять же, еще раз повторюсь, размещено в этом центре максимум 150 просителей убежища. Но это вообще даже не капля в море, это вообще какая-то там, не знаю, полукапля. Вот так. То есть однозначно этот центр проблему не решит. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите свое мнение в комментариях.